Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Для тех из вас, кто смотрел последнюю распаковку, наверняка не секрет, что от магазина «Мужской выбор» Станислав и его очень хорошего покупателя Михаила Анатольевича из города Троицк пришла новинка. Новинка из Канады. Станок HS, трехсоставной. Но, несмотря на то, что он выглядит достаточно просто, как уверяют производители, история возникновения не так уж и проста. Все дело в том, что этот станок производят на тех самых площадях, на которых делают марсоходы, комплектующие для них. Плюс, как уверяет производитель, в изготовлении этого станка даже каким-то боком поучаствовали орбитальные станции. Низкоорбитальные станции. Насколько низко, я не знаю. Как там, может там над самой землей, может чуть повыше. Но это еще не все. В изготовлении этого станка были применены допуски, которые никакая другая компания в мире вообще не применяет. Поэтому для меня это очень интересно. Я вас приглашаю на крупный план. Пойдемте потрогаем, пощупаем, что там да как, что там такое орбитально-марсианское, высокодопускное есть у нас из Канады. Ну, а потом уже пойдем и побреемся. Пошли. Бритва сама по себе должна быть неординарна, по крайней мере, у вас должно сложиться такое впечатление, если вы прочитаете описание на сайте. Коробочка при стоимости 49,99, ну, в принципе, нормально. Вот, глядя вот на все это, можно подумать, что люди вложились в основном в бритву, а коробочку уже так по простому варианту пустили. Ну, то есть картон гофрированный, в нужных местах загнутый. Здесь потайное такое вот пространство, куда что-то еще можно покласть, но там ничего нет, я уже проверил. Плюс паспорт. В паспорте вся необходимая информация, как ей бриться, куда что, как вставлять, разбирать, что там делать, как ее мыть, куда ставить. К сожалению, нет параметров, в том числе и материала изготовления. Самое большее, на что вы можете рассчитывать, это на сайте скупое упоминание АЛ-13. Но это не марка алюминия, я уже посмотрел. Google и тот не помог. Так что про материал я вам ничего не скажу, кроме обычного алюминия. Бритва. Давайте рассмотрим ее поподробнее. Вот и добрались мы до красавицы Aluminum AL13. Бритва трехсоставная из алюминия. Какой именно марки алюминия нигде не указывается. Параметры бритвы. При общей длине 103,5 мм ручка имеет диаметр от 9,6 до 12 мм. Длина самой ручки 96 мм. Вес бритвы 1,3 унции, как говорят у них, у буржуев. На самом деле она чуть-чуть потяжелее. Если по таблице перевести, должно быть 36,8, на самом деле 38,7. Ну, 2 лишних грамма, я думаю, нам уже не помеха, ничего страшного. Зато габариты головы, ребята, интересные. Длина обычная 43,3. Ушки будет прятать, а вот ширина, тут я, честно сказать, легко заинтригован. Потому что общая ширина, мы привыкли там, 25, 25,5, а здесь 23,5. То есть вот ширина плиты уже, нежели у обычных брит. Для меня лично это интрига, потому что, если судить по логике вещей, лезвие должно быть загнуто еще больше, чем у обычных брит. Разбираем. Если судить по резьбе, то резьба, ребята, великолепна. Как прям в часиках. Ручка. Вот такая вот она. На попец не поставите, полукруг. Ну, вполне себе. 96 мм, но я думаю, вот любители длинных ручек, нет, не длинных, средних ручек, я думаю, они будут довольны. Нижняя плита. Посмотрите, как она интересно оформлена. Я думал вначале, что это какая-то гаечка, шаебочка, еще что-то. А нет, я так и не смог отлепить ее. У нас черный цвет, хотя компания в базе предлагает там чуть ли не 8 цветов. Вот это вот анодирование сверху в принципе может покрыть, из 8 вариантов можете выбрать любой. Отверстия под шпиньки не сквозные, так что если там что-то будет скапливаться, вам придется подсуетиться и зубной щеточкой так аккуратненько убирать время от времени. Верхняя плита интересно сделана, она не полностью ровная. Обратите внимание, вот здесь вот такие вот такие вот есть штучки. Не пойму, для чего они их сделали. Ну и сбоку посмотрите, как интересно сделано. То есть не как обычно, а вот с таким кандибобером. Вот, то есть такое ощущение, что здесь так вот пропил просто сделали и все. Ну, необычная конструкция, необычная. Да пускай хоть какая, лишь бы брила хорошо. Нижняя крышка, шпиньки, знакомые шпиньки. Ну и вот так вот она выглядит. Вот продольный люфт есть, пускай небольшой.
Вот так на тактильном уровне я его могу определить, как, ну, может быть, вот судя по стуку, вот слушайте, я не знаю, слышно вам было, не слышно, ну, десятки две, не больше. А вот поперечный, меньше. Поперечный, наверное, ну, может быть, полдесятки, где-то вот так. Но он есть, он есть. Ну, от всей души надеюсь, что в бритье это не скажется, но лучше бы, конечно, при такой точности, чтобы его поперечного-то не было. Давайте вставать лезвие. Кто-то там что-то много испытывал и говорит, что оптимальный результат на этой бритве можно достичь на зеленой астре. Давайте ее найдем и поставим. Блин, позор и стыдобище. Нету зеленой астры, ребята, прикиньте. Ой, очень хочу эти лезвия попробовать, но на чем только, господи, вот это вот все время вот руки не доходят. Но обязательно как-нибудь попробуем. Ребят, принимаю волевое решение. Раз уж нет зеленой астры, будет у нас Wilkinson Sword. Это отличные лезвия. От них в восторге очень-очень многие. Они достаточно хорошо отрабатывают практически во всей палитре всех бритв. Я думаю, что и здесь они нас не подведут. Смотрите, как интересно. Вот тут первая непривычность. То есть вот если вы просто покладете вот так лезвие, то шпиньки еле-еле выпирают. То есть они, да, все-таки будут фиксировать, но, знаете, так не на полметра против ветра, а вот чуть-чуть. Вот видите, да? Вот заметно вам? То есть они совсем немного выпирают, но все-таки выпирают и позволят вам фиксировать. Зря я переживал за поперечную эту, то, что ходило, потому что вот по шпиньку фиксируется вообще идеально. Ну, то есть ни звука, ни пука, вообще хорошо стоит. Так, одеваем. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут такое. На сайте пугают, что когда вы посмотрите на бритву, вы увидите большой гап, возможно, вас это напугает, но на самом деле она мягонькая, мягонькая. Так что вы, говорит, не бойтесь ничего. Но не вижу я здесь большого гапа. Вполне себе нормальный гап. Ну, необычный, конечно, вид. Вот эта вот платформа сразу же похожа на заранее заданную площадку. Ну и кто-то из пацанов пошутил, да, говорит, интересная бритва на гробик похожа. Ну не гробик, конечно, но что-то такое вот есть, да. Ну и сверху все нормально, все хорошо. Вот этой красоткой сегодня и будем бриться. Мыло. Предыдущее от Яков послужило нам более чем. Мне очень понравилось. Дифирамбы петь пока погожу, но что-то такое, знаете, что вот приятное уже образовалось. Давайте сейчас эту сторону уберем и посмотрим, что у нас со следующим мылом. От всей души надеюсь, что там будет не только другой запах, но и другое мыло. Но от китайцев можно ждать всего, поэтому давайте не будем загадывать. Сейчас порушим вот эту вот девственную пленочку. Так. Тыщ! Кто бы мог подумать? Я думал, кусок желатина. О, Господи, пахнет-то как, а? Господа мылоделы, у нас профессионалов мыли как бы дофига, и знатоков тоже. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, если мыло вот такое прозрачное, это свидетельство чего? Это показатель чего? Я вот не настолько силен, чтобы вот раз сказать, так это вон там вон из этого. Ребята, подсказывайте, это вопрос зал, помощь зала. Но смотрится прикольно, конечно, и все те ссадины, которые мыло получило, он, смотрите, прям вот так вот все видно, и запах шикарный. Поработаем с этой штукой.
Помазок. Помазок хочу взять соплеменника мыла. Давно его не было на обзоре, а синтетика здесь хороша, точно так же хороша, как вот этот маленький удил. И лично я этот помазок люблю и уважаю за что? Не только за его узлы, но и за его универсальность. За $35 вы получаете вот эти вот 3 предмета. Ручку и 2 универсальных кисти, каждую из которых вы можете себе насадить. Сегодня все-таки, наверное, пускай будет синтетика, потому что кабанчик, барсук у нас уже был. Теперь пускай еще и синтетика поработает. За одним посмотрим, как оно будет. Нравится, нравится. Все за исключением одного. Уже говорил, но повторю. Вот эта расцветка лично для меня она дурацкая. Ну, я ее не понимаю. Вот взяли бы ее что-нибудь такое более-менее однотонное сделали, я бы это любил еще больше. А так, ну, вот, все хорошо. Но, блин, вот эта фигня. Этим помазком поработаем. Лосьоны. Не удалось мне толком в прошлом обзоре рассказать за красненький. Там в избытках чувств даже забыл сказать, как он пахнет. Но вот эти лосьоны разнит не только общая компания-производитель Чела, но еще, пожалуй, и то, что как я только вот этот тут зеленый, который предоставил мужской выбор РФ, за что им огромное спасибо, попробовал, мне очень сильно захотелось его повторить вновь в следующем обзоре. Так вот, ребята, я вам скажу, что вот этот играет точно так же. Я хочу сегодня его еще продублировать, потому что он кайфовый, потому что он классный и потому что он очень хорошо ухаживает за кожей. Как ребята в комментариях сказали, по жирной коже берегитесь, может не впитаться, может там пленочка. К сожалению, опровергнуть или подтвердить не могу, потому что у меня кожа, ну, комбинированная, местами жирная, местами нормальная. Так вот, у меня высыхает везде, в том числе где и жирная. Одно мне непонятно, в каком месте у меня жирная. Мне сказали, что комбинированная, и все, я и забыл. А вот где жирная, где нормальная, я сам не разбираю. Так что будет сегодня вот эта штука. Все, пошли бриться. Ни разу не пробовал таким мылом бриться. На моей памяти это первое вот такое мыло для бритья, прозрачное. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что там есть в нем такого хорошего. Вначале водички нальем. Ну, пока не могу сказать, как оно занимается. Если по тому беленькому, потому было видно, ну, которое было предыдущее, вроде бы что-то тут мылится. Юшки как таковой, ну, пока не вижу, что-то там зацепило. Так, сейчас я, наверное, сделаю первый компресс. Ой, хорошо. Ну и давайте, наверное, попробуем набрать. Помазок, синтетику предварительно замачивать не надо. Но для меня это вообще не вопрос, потому что я, в принципе-то, и обычные помазки уже перестал замачивать. Я уже говорил вам об этом. Ну вот. Смотрите, то, что предварительно мыло замочили, эффект дало хороший. Сразу же пошла пена в помаз. Вроде заводное, но сейчас все увидим. Ну вот и все, на этом предлагаю остановиться. Так, тырц. Ну вот, залипает, все нормально, все хорошо. Компресс номер 2. Хорошо. Для новичков бритье тэшками, оно несложное, но увлекательное. И даже по компрессам, какие компрессы, сколько, и вообще нужны ли они вам, это вам, ребята, надо у своей кожи спросить, самим определиться. Кому-то хватает вполне себе душа. Кто-то умылся теплой водой, и уже хорошо. Кто-то один компресс поставил, ну и нормально, и в путь, а кому-то нафиг это вообще ничего не надо. Он может на сухую забабашить, но это самое суровое, это, я не знаю, подводники, полярники за северным кругом, где-то там. Вот да, может быть так вот и есть. А есть люди, которым все это тоже не надо, им достаточно вполне себе холодной водички. На мой взгляд, это отдельный вид бритья, потому что каждый раз, когда вы будете использовать холодную воду, все нормально размассировал, сейчас начну размачивать поочередно с каждой стороны.
Я так делал. Мне то, что не понравилось с холодной водой, это да, бреется великолепно. Но благодаря самой специфике, то, что когда вы холодную воду наносите, все поры гуску свою сжимают, луковицу зажимают, фиксируют. Брить вам, да, удобно. Но потом, когда вы уже закончили бритье, у вас луковица булки расслабляет и волосочек-то и выходит. То есть получается, да, бреетесь вы хорошо, но вашего чистого бритья хватает на гораздо меньшее время, чем вот при таком обычном бритье. Поэтому что именно вам надо? Вот бритье холодной водой оправдано, если вам достаточно того эффекта, который он дает, или по-другому вы просто не можете. Ну, у вас, допустим, кожа такая. Вы начинаете распарку, и после этого у вас вросшие волосы, там раздражение, да всякое вот это чешуя, оно вам надо. Поэтому холодной водой и все, и в путь, и нормально. Так, ну что-то у нас маленько получилось. Давайте попробуем. Станочек. Так как Дмитрич бреется сидя, всегда сидя, у него есть стаканчик, и в этом стаканчике он держит свой станочек. Вот у меня тоже есть стаканчик, и я тоже подержу там станочек, чтобы он согрелся. И уже тепленьким мы начинаем с вами бритье. Ну и, конечно же, камешек я не забуду. Камешек — это моя заморочка, ребят, не обращайте внимания. Мне просто с ним гораздо кайфовее и интересней. Так, височки подровняем. Не, ребят, не то пальто совершенно. Рассказываю, объясняю. Вилкинсон хорошее мягкое лезвие. А судя по тому, что я сейчас почувствовал, и станок этот мягкий. Поэтому я вот, наверное, прямо сейчас и поставлю сюда КАИ. Как некоторые подписчики заверяют, КАИ не самые острые лезвия. Я так все время раньше воспринимал как чуть-чуть, вот где-то рядом с этим, сизером. Ну, там пацаны нашли какой-то умный сайт, где там дядька там по-умному все замерял. И оказывается, что КАИ нет, они не рядом с физером. Но они офигеть какие комфортные. А для меня они остаются острыми. Ну, вот сейчас вот посмотрим, что будет с КАИ. Не, КАИ тоже не спасает ситуацию. Ну, то, что это станок мягкий, это совершенно очевидно. По мягкости вот сейчас будем определяться. Ну, это даже не 10-3-4. Мне кажется, это мягче. Это мягче. Когда я все-таки осуществлю свою идею и смогу записывать звук реза щетины разными станками, разными лезвиями на микрофон,
Вот тогда бы, если бы это было уже, вы бы сейчас вот просто в реальности бы услышали, какой тут рез идет. Вот, то есть это мягкий станок, очень мягкий станок. Ну давайте второй проход. Мыло, как и предыдущее, любит воду. Если чуть-чуть вы ему не додадите, раньше времени может высохнуть на лице. По запаху оно хорошо, но тут нужно вам смотреть самому. Если вы любите дюшес, причем хороший дюшес, не с лаймом, с лимоном, тогда это мыло ваше. Вы просто растворитесь в этом дюшесе. Такое оно прям все дюшесное и передюшесное. Так, опять греем станочек. Алюминий хорошо, быстро температуру принимает. А знаете что? Я, пожалуй, наверное, похамлю. У меня там где-то есть пластинка от карты. Ну, обыкновенная карта. У каждого есть там дисконтная карта, там бизнес-карта, там, ну, всякие карты вот такие. Я про это. Так, вот про это. Давайте мы, наверное, сейчас с вами возьмем и попытаемся что-нибудь изобразить вот такого рода. Позволит нам это станок, не позволит? Так, ну вроде бы позволяет. Ну и что тут у нас? Ну вот же, вот, говорил мама. Папа. Ну, по-хорошему надо было с этого начинать, а потом его убирать и проходить без него. Ну, раз уж мы его поставили, наверное, сейчас мы на нем и продолжим.
Ну, вот как-то так. Ребят, прекрасно понимаю, что не везде выбрил. Вот здесь бы еще хорошо пройтись. Но делать этого не буду, потому что смысла особого не вижу. Оставлю это до следующего бритья. В следующее бритье уже сделаю все нормально, все хорошо. То, что нужно было мне понять за мыло, я понял. То, что нужно было и можно было понять за станок, я понял тоже. Поэтому компресс и автошейв. Хорошо. Хорошо, но не так, как в прошлый раз. Маленечко по-другому. Так, ну да. Итак, наш автошейв красненький, Чело. Как я его наносил в прошлый раз, вы уже наверняка видели. Дозатор у него совершенно строгий. Это как нормальная вахтерша, знаете, вот после 10 часов вечера в женском общежитии. Ой, и рожа разодрал. Не поорать, а так, знаете, попищать. Пи-пи, что-то вот такое вот. Так сильно-то нету нифига. Ну, чувствуется, что цепанул. Так вот, по поводу автошейва. Я не могу классифицировать его запах. Понимаете, он... Вот только ты его, казалось бы, вот зацепил за какую-то ниточку. О, фреш пробежал. Нет, не фреш. Только думаешь, вот что-то вот тут какая-то океаническая нотка. Нет, не океаническая. Понимаете, это очень вкусный, интересный, он какой-то насыщенный. Вот что-то вот тропическое яркое. Это без всякой слащавости, кислятины здесь тоже нет. Вообще перебора в ту или иную сторону вы здесь не найдете, здесь все сбалансировано, здесь все хорошо. Но в то же самое время вам не удастся, у вас не будет ни единого повода прицепить и сказать: а, вот смотри, это что-то фруктовое. Нет. Понятно, что что-то свежее, что-то вот такое вот есть, но это не фруктовое. Это никакой не лимонад, ни вишня, ни банан, там, ни кокос, ни папайя, там, не дай бог. Ну что-нибудь такое. Здесь вообще ничего такого нету. Но запах чертовски вкусный, он искусственный. К природным происходящим, вот, производным его никак не привязать совершенно. Это, знаете, это как хорошая туалетная вода. Многие меня сейчас тапками закидают, потому что там автошейв за 3 копейки, там какая туалетная вода, что, воздухихов, что. Нет, ребята. Вот с одной стороны, бутылочка за 1000 рублей, да, сколько там, 150 миллилитров, и говорить про хорошую туалетную воду, но не приходится, не та категория. Но все равно что-то здесь есть. Давайте так, вот пускай это будет недорогая туалетная вода, что-то типа этого, но без уклона в дешевизну. Знаете, там синтетика, там запахи какие-то вот такие непонятные, там какие-то мути, какие-то осадки. Ребята, нет никаких мути, нет никаких осадков. Здесь все нормально, здесь все хорошо. Но вот все равно хороший запах, он остается. Я не знаю, но вот наверняка у этих запахов есть какая-то своя группа, где их вот так вот обозначают. Сказали: о, вот эта группа. И сразу все понимают. Но вот я не знаю таких групп. Вот от зеленого он явно отличается. Это уже совсем другая. Если зеленый... Сейчас алкоголь как нюхнул, пускай его там немного, но все же есть. Нет, это сейчас все перебивает. И да, совершенно правильно там ребята в комментариях сказали, что часа на 3-4, да, он у вас здесь застрянет, он будет гостем. То есть он быстро не уходит. Шлейф у него, пускай не самый длинный, но все-таки он есть и все-таки он хорош. При всем моем уважении к оппоненту, который сказал, что на жирной коже он оставит пленку, не высохнет. Ребят, так как у меня комбинировано, я уже говорил, не знаю где, может она здесь комбинированная. Но здесь я тоже чуть-чуть зацепил, и высохло везде. Не вижу я пленки. Шагрень, бархат, да, есть. Но вот такое, что вот той самой противной пленки, которая остается, я здесь не вижу. Для меня эталоном всегда является пленка, когда вы берете бальзам, наносите его, знаете, жидкое молочко вот это белое, и вот после этого остается пленка. В некоторых случаях она во благо, это польза, потому что я чувствую, что вот та броня, которая на лице, она мне жить не мешает, я спокойно могу зимой выходить на улицу и буду кайфовать, потому что у меня здесь все будет в защите.
Но это редкое исключение. По большему счету, ну, это чаще всего та пленка, которая, ну, мне нафиг не нужна. Она вызывает повышенную испарину. То есть где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь вот эта вот испарина уже появляется, и она не по кайфу. В этом и следа нет от подобных явлений. Здесь все нормально, все хорошо. Все. У меня давным-давно уже шагрень. Еще минуту назад. Вот такая вот фигня. Мыло. Но если брать мыло предыдущее, вот предыдущего обзора, тоже от Яков, скажем так, вот этому мылу, вот в моих хотелках я оставлю его себе, отдавать не буду, и этому мылу я готов дать 4,7, 4,8. Почему не 5? Ну, не готов я компании, которая первый раз выпускает мыло, тем более китайское, сразу такие оценки авансировать, 5 баллов. Поэтому 4,7, 4,8 было бы более уместно. С другой стороны, я не могу сказать ничего такого, чтобы в бритвенных качествах меня не устраивало. Ну, кроме того, что оно любит воду. То есть водички ему надо как бы побольше. Запах вполне satisfied. То есть здесь вот все хорошо, все нормально. А вот что касается вот этого красавца, тут, я не знаю, ни о какой сатисфакции я бы говорить вообще не стал. Запах, он неплох. Неплох при условии, что вы любите дюшет, как я уже говорил. И он яркий, без химозности, то есть здесь все нормально, все хорошо. Но извините меня, ну час подряд лопать эту карамель, ну это как бы и честь знать. То есть, ну я наелся. То есть вот запах он, ну, присытил слегонца. Он не такой вычурный, как мог бы быть, но все-таки вот на протяжении бритья я им успел уже наелся, и он меня уже даже стал маленечко утомлять. Следующее, если вот это любит воду, то это охренеть как любит воду. Это вот, грубо говоря, интеллигент там рюмашку опрокинул, и может быть в понедельник, ну он так слегонца будет с бадуна, да, ну там где-нибудь там стаканчик воды выпил, да и все. То вот это самый настоящий пролетарий. Он мало того, что там литряк на грудь принял, так у него еще такой бадун будет в понедельник, что какой там стаканчик, о чем вы говорите? Он весь рассол из капусты, с огурцов везде высосет, а потом уже запьет тем самым стаканчиком. То есть вот это воду любит прям вообще офигеть. Я задолбался его на лице ловить. Вот понимаете, вот нанес, да, даже воды добавляешь, дошел до той половины лица, а оно у тебя уже сухое. Ну не сухое, но уже вот-вот-вот сейчас вот ползвука и все, и оно станет сухим. Но это не дело. На этом фоне я даже на подскольжение перестал смотреть, потому что какое там подскольжение, если ты не успеваешь до следующей стороны дойти, а там у тебя уже как бы Сахара. То есть вот это вот мне, конечно же, не понравилось. По всем остальным параметрам, ну из-за того, что оно быстро сохнет, я и разглядеть-то не успел. Ну, заводное, да, заводное, экономичное, да, экономичное. Пена, ну пена вроде неплохая, но, блин, бадуничная. То есть вот воду прям вот туда литрами лей, и все будет мало, а я пьяную стала. То есть вот это вот мне, конечно же, не понравилось. Ну и что вот это за фигня прозрачная? Вы обещали в комментариях написать, ребята, кто знает секрет прозрачного мыла, напишите, пожалуйста. Потому что, ну, я люблю, конечно, что-нибудь новенькое, свежее, эксперименты всякие. Но вот так вот, чтобы прозрачное мыло, но я пока к этому не готов. Для меня это как-то пока диковато. Поэтому вот этому мылу, вот Яков, да не стал бы ему даже оценки давать. Ну вот если бы такое появилось в продаже, я бы вам крайне рекомендовал даже не смотреть в эту сторону. Разве что в обращении с этим мылом есть какой-то такой буржуинский секрет, а я бочку варенья зажал, мне его никто не рассказал, но кто-то из вас это знает. И выйдет в комментариях и напишет: Виктор, вот как надо было, ну ты что? Тебя учить, что ли, там? Вот, давай, в следующий раз попробуй так. Если кто-то знает такой секрет, ребята, поделитесь, бочка с вареньем с меня. Но я такого секрета не знаю, оно у меня, зараза, подлюка сохнет. Так что нет, пока нет, не прошло, не прошло. Станок. Ребят, ну вот знаете что, ни для кого из вас не секрет, что мы тоже производим станки. И если кто-то из вас зайдет на сайт этой компании и начнет читать, что вот у нас там где марсоходы, вот у нас там вот с такими допусками там в 5 там миллионных инча, что в нашем понимании получается там допуски 15 соток, 13 соток, я это перевожу по-своему. То есть весь станок так делать никто не будет.
Вы можете весь станок сделать по таким допускам, но тогда у вас этот алюминий будет золотой, потому что за все возьмут. Производство просто так ничего не делает. Как правило, такие квалитеты делают только в тех местах, которые ответственны и которые просадить никак нельзя. Это направляющие под лезвие с обоих сторон, их просадить ни в коем случае нельзя. И, конечно же, пеньки подкрепления. Подлюка только что опять остановилась, бля. Хорошо, что я в окошко смотрел, так бы и не увидел нифига. Вообще ничего не понял. 80% заряда на батарее, блядь, вот такие финты мочит. Расстроилась, зараза. Продолжим. Ну и, конечно же, пеньки, посадочное подлезвие. Потому что, если будут у вас диагональные смещения лезвия, особой проблемы нет. Там это никак не повредит. А если начнутся поперечные, то вас может привести к тому, что с одной стороны лезвие будет выпирать так, с другой так. Но это еще так себе случай, потому что это может еще получиться еще хуже, когда диагональные смещения начнутся. Тогда это и вибрации, и прочее, прочее. Поэтому, чтобы вот все было хорошо, вот по такому квалитету делают только ответственные места по первому классу. А все остальные, ну, не делают с такой точностью. Ну, смысла нет совершенно. Для вас принципиально не будет, что вы выпили чай с 1,5 ложками, или там с этой 1,5 там 4 крупинки кто-то отстегнул, да вы даже не заметите этого. Поэтому вот к этому я отношусь спокойно. Посадочные, здесь все в порядке. Здесь сделано все культурно. Но, блин, ну он мягкий, он реально мягкий. Понимаете, вот с одной стороны я вижу, что здесь культура производства, что сделано действительно классно, действительно хорошо. Но вот еще тут какую-нибудь железку приварите, вообще самый настоящий марсоход получится. Но, блин, он мягкий. Ну для кого? Ну вот для обычных людей, вот для таких как меня, это ежедневка. Вот это вот потолок этой бритвы. Не более того. Если вы, допустим, вот как сегодня мы попробовали двухдневную бритву, двухдневную щетину брить, ну, ребята, тогда запаситесь острыми лезвиями. И даже вот та прокладка, которую я сегодня поставил, то есть вот шиммингом начали заниматься, но она в какой-то мере, да, может решить вопрос, но в любом случае, если вот, допустим, там 2-3 дня в щетине, лучше вам, конечно, физер брать. Физер или биг. Вот это вот те лезвия, которые вас спасут. Все остальные, ну, вы будете елозить по одному месту, ну, просто задолбаетесь. Мягкость обсудили. Сама вот эта вот форма необычная, но она, конечно, импонирует, потому что вот здесь эта поверхность, но она практически как заданная. То есть вам тут уже не надо думать, решать, куда, что, как поставить, там от плиты, от гарды, как бриться, у вас уже все пумс прилепило и все, и бреетесь. К счастью, совпадает с лезвием. Я не совсем понял ширину этого станка 23,5 мм, потому что, судя из ширины, лезвие там еще больше должно быть загнуто. Ну и, видимо, вот тут что-то вот у них нестыковочка-то и пошла. Загнуть-то они загнули, мягкость, комфорт они обеспечили, да видно перегнули, переобеспечили. Вывели этот станок в разряд мягких. Так что вот, станок интересный, станок хороший, но мягкий. Ну а насколько он стоит или не стоит 50 баксов, тут, ребята, конечно, каждый из вас должен решать сам. Как на мне, по мне, так, ну, маленечко переборщили с ценой. Маленечко можно было бы и поменьше. Ну, понятно, что за станки, которые делают марсоходы, нужно платить, это ясно. Ну, блин, алюминий за 50 баксов. Ну, фиг его знает. Ну, тут надо понимать, какой алюминий. Если вы взяли алюминий в руки, он вас как побрил, ну, вот тогда да, тогда может и 50. Ну, а здесь, ну, он мягенький. Ну, с другой стороны, вы много цветов можете заказать, анодирование, то вот веселенькие будут. Но если вы действительно к повседневке стремитесь, и раз взял и забыл, то, возможно, это ваш случай. Вы взяли за 50 баксов, да и все, и забыли. Ну, как по мне, маленько дороговато, чуть-чуть дороговато. Ну, сейчас, понимаете, сейчас на рынке такое происходит, что ну, практически теряется смысл, из чего вы делаете бритву. Из алюминия, или из бронзы, или из нержавейки, или из титана. Ну нет, с титана там еще не теряется, потому что он хуже обрабатывается. Вот нержа погано, а титан еще хуже, поэтому там да. Но вот если, допустим, брать, скажем так, бронзу и алюминий, и нержавейку, то разница по себестоимости будет практически не сильно отличаться. Потому что если вы берете нержавейку, нержавейка будет вас подставлять по ценнику только из-за того, что она погано обрабатывается, и на каждую операцию будет уходить сколько времени. А по цене она даже может быть еще и дешевле, чем алюминий или бронза та же самая.
А когда вы обратитесь к алюминию или к бронзе, там да, там ценник как бы будет повыше, чем нержа. Но с другой стороны они мягче, они обрабатываются легче, поэтому время на каждую операцию будет уходить меньше. И то есть там переплатили, здесь не доплатили, и как-то это все компенсируется. Поэтому я нифига не удивляюсь, что этот алюминий 50 баксов. То есть вот думай, что он дорого, не думай, ну я догадываюсь, откуда это. То есть вот как бы, ну, даже у канадцев алюминия бесплатного не бывает. Вот, это вот такой вот обзор. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.